Всех приветствую на канале. Сегодня будет мастер-класс по этому джемперу. Он собрал очень много ваших лайков, очень много комментариев. И сегодня мы будем его вязать абсолютно на любой размер, абсолютно из любой пряжи, которую вы предпочитаете. Я свой джемпер вязала из пряжи Papyrus от Fibra Natura. Покупала вот в этом интернет-магазине. Ссылочка на него будет в описании под видео. Заходите, приобретайте. Сейчас я вам покажу спинку. Вот сюда вот вставляю такую видеонарезку, где я прогуливаюсь в этом джемпере. Его более лучше видно, как он смотрится в образе. Ну что, будем с вами вместе вязать? Так выглядит мой джемпер сблизи. Сейчас я вам расскажу, как построить выкройки абсолютно на любой размер. Я исхожу из мерки обхвата груди. У меня 86 сантиметров. Я беру достаточно большую свободу облегания, 14 сантиметров, то есть ширина и переда и спинки у меня 100 сантиметров. Вот я схематично нарисовала, то есть ширина получается переда 50 сантиметров и спинки 50 сантиметров. Начинаю вязание я снизу, выполняю сначала резинки 7 сантиметров, затем 25 сантиметров узора. Это все вяжется по кругу. Дальше мы разделяем вязание на перед и на спинку. Я выполняю такую достаточно необычную конструкцию для посадки вязаного изделия. Возможно, это даже моя вообще задумка и идея. Я нигде не видела, что кто-то так выполняет. Посмотрите, мы обязательно отделяем подрезы. Ширину подреза определяем из обхвата бицепса. То есть сгибаем руку в локтевом суставе, измеряем обхват бицепса. У меня 24 сантиметра. Я это обхват делю на 4, получаю 6 сантиметров. Это ширина подреза. Оставляю петли подреза и начинаю сразу же выполнять прибавки. Это нам помогает сделать более ловкую пройму. То есть мне уже не нужно по рукаву вывязывать укороченные ряды, чтобы он смотрел именно вниз, а не под углом 90 градусов к нашему изделию. И затем, после выполненных прибавок, это у меня ширина, высота проймы или ширина проймы, я также ее рассчитываю из обхвата бицепса. То есть 24 делю пополам, и вот получаю 12 сантиметров, это высота проймы. Затем я начинаю вывязывать плечевой скос, он идет также 12 сантиметров. То есть сначала мы прибавляем, а потом убавляем. У нас остается вот такой прямой участок для линии плеча. Ну, конечно, во время формирования уже убавлений мы делаем вырез горловины по переду более глубокий и по спинке уже менее глубокий. Основная сложность в исполнении этой модели — это вписывать убавление и прибавление в ажурный узор. Но это делается достаточно просто за счет того, что у нас в узоре есть вот такие накиды, благодаря которым у нас и идут красивые прибавления, которые очень аккуратно вписаны. Вот я сейчас вам покажу саму пройму. То есть, видите, вот за счет вот этих вот накидов у меня лист расширяется и идет прибавка. Все, давайте приступать к вязанию. Вязание начинаем с низа изделия, с резинки. Я буду выполнять имитацию итальянского набора при помощи цепочки из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть в 2 раза меньше петель, которые мы хотим в итоге получить. На узор мне нужно набрать 216 петель. Количество петель должно быть кратно 18. Я просто поворачиваю воздушную цепочку изнаночной стороной к себе. И вот под эти протяжки ввожу спицу. Набор петель я буду производить спицами 3,5 мм, а саму резинку буду вязать спицами 3,75 мм. Подробный мастер-класс по такому набору есть на канале. Ссылку я оставлю в описании. Вот таким образом мы набираем петли в 2 раза меньше. То есть мне нужно 216 петель. Я наберу 108 петель. И буду вязать резинку 1 на 1 на желаемую высоту. Я уже провязала в общей сложности 7 сантиметров. Очень красивый наборный край, аккуратный и не растягивается.
Теперь мы берем спицы 4 мм и переходим на вязание узора. Мастер-класс по вязанию узоров листья есть у меня на канале. Ссылка будет в описании. Сюда вам сейчас добавляю схему узора. Мы берем спицы 4 мм и начинаем вязать. Обратите внимание, что узор будем вязать по кругу, поэтому никаких петель для симметрии и кромочных нам не надо. Аккуратно смотрим, чтобы узор попал в резинку 1 на 1. Начинаем лицевая, накид, затем 2 вместе, лицевой, наклон налево. Обращайте внимание также, чтобы петли не были перекрещенными при провязывании. Затем 3 изнаночных и так далее. Вяжем наш узор на необходимую высоту. Я вывязала необходимую длину изделия. Всего узорами листья я связала где-то 24-25 сантиметров. И сейчас я буду делить вязание на перед и на спинку. Смотрите, там, где у нас начало вязания, это будет один боковой шов. И то есть мы делим вязание остальные петли пополам и вешаем то место, где будет второй боковой шов. У меня идет вот эта вот центральная петля по листу, это и будет боковой шов. И нам нужно обязательно отделить подрезы для удобной посадки изделия. Я уже говорила, что подрез это 1/4 обхвата бицепса, в моем случае 6 сантиметров. Я отметила эти 6 сантиметров. Примерно у меня получилось 11 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 11. И с другой стороны также я отметила эти 11 петель. Подрез мы так резко закрывать не будем. Будем его закрывать постепенно. То есть сейчас я начну вязать спинку. И буду вязать не до розового маркера, а чуть подальше на пару петель. И затем буду постепенно эти петельки закрывать, чтобы у нас подрез не был такой ровной чертой, а имел небольшой изгиб. Вяжем по рисунку до второго подреза. Практически довязала до подреза. Все выполняю по рисунку. Вяжу изнаночную, переснимаю петельку и теперь начну формировать убавление. Просто 2 петли, которые после маркера провяжу вместе. Такие убавления буду делать через ряд, и всего получится 2 ряда с убавлениями, чтобы у нас ширина подреза стала равна 11 петель. Сейчас я разворачиваю вязание. В начале ряда никакие убавления не делаю, а сделаю точно такое же убавление в конце ряда, то есть вот после этого розового маркера. Подхожу к концу ряда, выполняю то же самое. Переснимаю маркер и 2 последние петли провязываю парой. Разворачиваю вязание. Сейчас буду вязать также по рисунку и в конце ряда 2 петли провяжу парой. Довязала до второго подреза. Мне сейчас нужно убавить вот эту вот последнюю петлю, то есть провязать ее 2 вместе. Но у меня по узору здесь нужно вязать 2 вместе, поэтому по итогу мне придется провязать 3 петельки вместе. Все, мы отделили подрез со второй стороны. Сейчас я довязываю, вяжу изнаночный ряд до второго подреза и тоже вот петлю перед маркером и петлю после маркера провяжу вместе. Я сформировала подрез до конца. И теперь мы будем формировать спущенное плечо при помощи прибавок, которые мы будем делать в начале и в конце каждого лицевого ряда. Посмотрите, как выполняем прибавку. Но обратите внимание, на каком этапе у меня идет вязание. Мне нужно вокруг вот этой лицевой петли выполнять накиды. Эти накиды и будут прибавками. То есть я в конце ряда убавления не буду делать. Просто сейчас вяжу до этого места и выполняю накид, который должен идти по рисунку. Лицевая, накид
И иду по рисунку. И только теперь выполняю 2 петли вместе. То есть один накид у меня перекрыт 2 петлями вместе, а второй накид пошел в прибавку. Сейчас я буду вязать такие прибавления через ряд, то есть только в лицевых рядах. У меня будет получаться вот такая вот скошенная линия. И длина этой скошенной линии должна быть равна полу обхвата бицепса, в моем случае 12 сантиметров. Я закончила вязать прибавки за счет самого узора. Дальше придется вязать прибавочки через накид. Сейчас я вам как раз это и покажу. В начале ряда кромочную снимаем и делаем обычный накид. И дальше вяжем по рисунку. В изнаночном ряду этот накид будем провязывать скрещенной петлей. Сейчас вяжем ряд до конца, и я покажу, как делать прибавку в конце ряда. Теперь выполняем прибавку в конце ряда. Я довязала до кромочной петли, и в конце ряда мы накид наоборот делаем на себя. Затем провязываем кромочную. Разворачиваем вязание. И, как я уже сказала, в изнаночном ряду эти накиды провязываем скрещенной петлей. То есть я вяжу изнаночной за переднюю стенку таким образом, чтобы накид дал нам скрещенную петлю. И дальше по рисунку. В конце ряда накид наоборот провяжем за заднюю стенку также изнаночной петлей. Потихоньку эти прибавленные петли будем включать в узор. Таким образом довязываем, пока вот эта часть у нас не достигнет полу обхвата бицепса. Я провязала прибавление, всего связала 22 ряда, и у меня добавилось 11 петель. Посмотрите, вот эта наклонная линия, которая образовалась от прибавок, она равна полу обхвата бицепса. Вот в моем случае 12 сантиметров. Вот это место, где мы убавляли, в этот счет не входит. То есть ровно от того места, как начались прибавки. Теперь мы вяжем еще столько же рядов, убавляя вот эти петли. Убавление мы будем вязать с укороченными рядами, для того, чтобы оставить открытые петли, потому что вот эта убавленная сторона у нас уже будет плечевым швом, и я хочу плечевой шов сшить петля в петлю, поэтому мне нужны открытые петли. Я сейчас каждый ряд буду не довязывать одну петлю до конца ряда. То есть вот лицевой ряд вяжу, одну петлю до конца ряда не довяжу. Поверну изнаночной стороной, тоже одну петлю до конца ряда не довяжу. И так, пока не убавится у меня 11 петель. Я буду вязать японские укороченные ряды. Вы можете выбрать любые. Если хотите также вязать японскими, то у меня на канале есть мастер-класс, как выполняются такие ряды. Ссылка будет в описании под видео. Здесь хочу вам показать один момент. Посмотрите, у нас сейчас будут вокруг вот этой вот петли идти прибавки. И одну прибавку мы компенсируем, связав вот здесь 2 вместе. Тут у нас уже 2 вместе не вяжется, и у нас получается одна лишняя прибавка, поэтому мы должны ее скорректировать, просто провязав петельки вместе. Посмотрите, я кромочную сняла. Сейчас провяжу одну лицевую. И дальше просто убавлю петли. Посмотрите, вот таким образом поверну петельки и провяжу их 2 вместе. Дальше, как обычно, по рисунку иду лицевая, накид. То есть этот накид мы уже компенсировали. Все, дальше идем по рисунку. До конца ряда будем не довязывать одну петлю. Повторюсь, повернем изнаночный ряд и опять же не довяжем одну петлю до конца ряда. Я уже провязала 9 укороченных рядов. Вот у меня формируется этот скос. Я вяжу японские укороченные ряды. У меня вот здесь 9 маркеров, значит провязано 9 рядов, а мне нужно всего 11. То есть осталось еще 2 укороченных ряда. И на этом этапе я начинаю формировать углубление по спинке. То есть мы по центру откладываем прямой участок. Обычно прямой участок равен ширине ладони, но я хочу сделать вырез более широкий. Сделала его шире, он у меня 29 петель.
И так как у меня связано уже 9 укороченных рядов, а всего нужно 11, то есть осталось 2 укороченных ряда, я повешала еще 2 маркера, ну, чтобы сформировать вот такую ступеньку у горловины. Первый маркер через 4 петли, второй через 3. Это выполнила с обоих сторон. И сейчас мы начинаем вязать ряд, и я его вяжу до синего маркера. Вяжем, соблюдая узор. Затем мы развернем вязание и будем закрывать вот эти 4 петельки. Довязала до синего маркера. Маркер можем убрать. Поворачиваю вязание и закрываю 4 петли. Закрываю самым обычным способом, провязывая по 2 петельки вместе. И последнюю 4-ю петлю закрываю. Все, вот он получился участок закрытый. Дальше выполняю укороченный ряд. Все таким образом формируем углубление по горловинке. То есть сейчас я довязываю изнаночный ряд, разворачиваюсь и довязываю лицевой ряд до желтого маркера. Смотрите, я уже довязываю лицевой ряд. Надеваю обратно маркер. Также у меня 3 петли до конца. Теперь я разворачиваю вязание и закрываю эти 3 петельки. Точно так же провязывая 2 петли парами. Раз петлю закрыли, 2, убираю маркер и последнюю 3-ю петлю закрываю. Здесь у меня уже 10 укороченных рядов. Сейчас я свяжу 11, не довяжу одну петельку, получается, и вернусь в эту же точку. Все, я сформировала углубление по спинке, закончила укороченные ряды. У меня их получилось 11, то есть 11 петель недовязанных. И теперь мы разворачиваем вязание и вяжем еще один ряд, сглаживающий, и убираем все вот эти вот маркеры, которые у нас на изнаночной стороне. Я выполнила сглаживающий ряд, переодела петли плеча на другие спицы. И сейчас мы будем формировать точно так же вторую часть горловинки и довязывать плечевой скос. Здесь у меня также 9 еще укороченных рядов, нужно еще 2. Сейчас мы берем спицы, берем рабочую нить и начинаем закрывать петли горловины до синего маркера. Я закрыла петли горловины и теперь вяжу укороченный ряд, не дойдя, как обычно, одну петельку до конца ряда. Сделала укороченный ряд, разворачиваюсь и сейчас вяжу вот до этого желтого маркера. Дошла до желтого маркера и теперь закрываем 4 петли. Последнюю петлю вытягиваю и продергиваю сквозь нее моток пряжи. Поворачиваю вязание. Из рабочей нити делаю небольшую протяжку, потом мы ее спрячем в карман при кетлевании горловины. Главное, не стяните. И начинаем вязать следующий укороченный ряд.
Я уже сформировала последний укороченный ряд, разворачиваю вязание и сейчас вяжу до желтого маркера и затем закрываю 3 петли. Все, я довязала до желтого маркера, закрыла 3 петли. Вот у меня рабочая нить. Поворачиваю вязание. Опять же делаю протяжку из рабочей нити и начинаю выполнять сглаживающий ряд и убирать все маркеры. Я выполнила сглаживающий ряд. Теперь мы развернем вязание и провяжем изнаночный ряд для того, чтобы у нас количество рядов с обоих сторон было одинаковым и узор закончился на одинаковом этапе. Я выполнила изнаночный ряд. Вот у нас такое получилось углубление по спинке. И на этом вся наша спинка готова. Теперь мы будем вывязывать перед. Вязать его будем точно так же, только сделаем более глубокий вырез по переду. Я уже начала вывязывать перед, связала точно так же. Сначала убавила подрез, со стороны подреза 2 петли, остальные петли подреза убрала на булавку и выполнила 11 прибавлений. И сейчас я буду выполнять также 11 укороченных рядов, делая убавления, и формировать с этого момента, как начну делать убавления, я начинаю формировать вырез горловины. Мы уже сформировали вырез горловины по спинке, и мы знаем, что прямой участок у нас составил 29 петель, и потом еще 2 участка 4 и 3 петли. То есть вот такая вот широкая горловина. Я отметила края этой горловины желтыми маркерами. Дальше кладу свою ладонь в центр горловины и фиолетовыми маркерами отметила прямой участок моей горловины. Так как у меня убавления состоят из 11 раз, то есть я должна сделать 11 укороченных рядов, я, не считая вот этих вот фиолетовых маркеров, должна повесить в одну сторону 11 маркерочков и в другую 11. И посмотрите, я вот зелеными маркерами разделила сначала участки. Первый участок у меня 3 петли, затем 2 участка по 2 петли и дальше участки по 1 петли. Если я сейчас сосчитаю вот эти вот все маркеры, кроме фиолетового, я их получу 11. И со второй стороны нужно будет сделать так же. То есть здесь у меня пока просто идет разделение на участки. 3 петли, 2 раза по 2 петли и дальше по 1 петле. Здесь вырез горловины я буду формировать точно так же, как и по спинке. То есть петли буду закрывать, а по плечам оставлять открытыми. Все, формируем перед. Я вывязала одну часть переда. Вот такой глубокий вырез получается. Не забываем, что здесь еще будет обвязка. Сейчас нам нужно будет закрыть петли и точно так же связать вторую половинку. Обратите внимание, какие были у меня сложности при вывязывании горловины. Узор у нас идет с накидами и с провязанными петлями парами, поэтому очень сложно просто переснимать маркер. То есть обязательно сделайте себе на листочке запись, сколько у вас петель между участками. То есть сколько петель идет на участок, когда мы закрываем по 1 петле, потом по 2 и по 3. Потому что маркеры нужно постоянно переснимать. Мы добавили здесь накид. Все, зеленый маркер перескочил сюда, потому что здесь 2 петли и накид получается. Также следите внимательно за количеством накидов и 2 петель, провязанных вместе. Потому что при сокращении узора, то есть мы здесь убавляем, у нас уже нет по этой стороне провязанных петель вместе, и поэтому добавляем дополнительные убавления. Делаем накид и убавления для того, чтобы узор смотрелся гармонично. То есть вот эти вот здесь убавки провязанные, для того, чтобы сохранить количество петель, они даже незаметны. Все, формируем вторую часть. Я вывязала вторую часть горловины, она получается широкой, больше похожей на лодочку. Сейчас необходимо выполнить плечевые швы, они будут выполняться по открытым петлям, при этом нам не нужны ни иголки, ни рабочая нить. Это особый вид декоративного шва. У меня на канале есть подробный мастер-класс по такому шву. Ссылочку вам оставлю в описании. Вы, я думаю, справитесь сами или можете выполнить плечевые швы любым удобным для вас способом. Я выполнила плечевой шов. Он выглядит очень аккуратно. Такой вот декоративный колосок получается. И шов плоский.
Смотрите, теперь мы приступим к обработке горловины. Горловину я буду обрабатывать сначала в кармашек, а потом резинку 1 на 1. Такой метод получается ложной кетлевки. У меня на канале есть мастер-класс, ссылка на него будет в описании под видео. Вот осталась последняя петля, я ее просто закрою. Я никогда сразу же не обрезаю клубочки, то есть всегда их оставляю. И поэтому мне не нужно присоединять новую нить. У меня здесь остался моток пряжи. Я закрываю последнюю петлю. Беру крючок 3,5 и начинаю обработку выреза горловины соединительными столбиками. В последний вертикальный ряд, не в кромочный, а именно в ряд из петель. И еще нам будет нужна контрастная нить для того, чтобы по изнаночной стороне отмечать протяжки от соединительных столбиков. Спускаюсь на ряд ниже, обязательно подкладываю контрастную нить, потому что мы затем будем поднимать петельки и по изнаночной стороне джемпера. И для того, чтобы их хорошо было видно, и нужна эта контрастная нить. В каждый ряд заходите на мастер-класс по ложной кетлевочке. Там все подробно показано. Все, мы вот видим, вот у меня идет нитка из петли, я спускаюсь в петлю на один ряд ниже. Дальше опять спускаюсь на один ряд ниже и шагаю в соседнюю петлю. Потому что у нас горловина идет с плавными убавлениями, и шов из соединительных столбиков тоже должен получиться плавным. Всегда спустились на петлю ниже. Видите, что здесь петли нет, поэтому сюда и провязываем. Опять спустились на петлю ниже и перешли в соседний ряд. Все, таким образом обработаем всю горловину, затем выполним 2 ряда лицевой глади и поднимем петельки по изнаночной стороне. Их хорошо видно, вот эти вот протяжки, они отмечены контрастной нитью. Я обработала горловину, закрыла все петли иголочкой. Как закрывать петли иголочкой, на канале есть мастер-класс, ссылочку добавлю в описании. Перед закрытием я связала 4 ряда полой резинкой. Теперь приступим к вязанию рукавов. Приступаем к вязанию рукава. Вот наши петли подреза. Я беру спицы 3 мм именно для набора петель, а вязать рукав буду также спицами 4 мм. У меня 7 петель на подрезе. Я сейчас 3 петли просто пересниму, не провязывая никак. А начиная со следующей петли начну провязывать. Просто вяжу петли подреза лицевыми. То есть начинаю вязание рукава как бы с центра подреза. Все, провязала петли. Дальше мне необходимо выполнять набор петель. Посмотрите, здесь у меня идет по узору накид. Просто ввожу спицу под накид, набираю петлю. Дальше вот у меня идут изнаночные петли. Здесь между накидами ввожу спицу в петлю. Только не вводите под кромочные, вводите уже в сами петли. И тоже выполняю петельку. Следующую петлю. И посмотрите, вот здесь вот сейчас идет ряд кромочных петель. Под кромочные вводить спицу не надо. Дальше идет ряд. И вот в следующий ряд мы будем вводить в каждую петлю. Вот посмотрите, идем прям по ряду. То есть таким образом выполняем набор петель на спице 3 мм. Отступив от кромочных целый ряд. Вот видите, остается у меня что? Кромочные и вот он лицевой вертикальный ряд. Все таким образом производим набор петель. Дошла до шва, то есть ввожу петлю, ввожу спицу в шов, набираю такую центральную петлю и перехожу на вторую часть проймы
И точно таким же образом набираю петли, вводя спицу в каждый ряд. Обратите внимание, чтобы у вас было одинаковое количество петель набранное по одной части проймы и по второй части. Еще у нас рукав будет вязаться узором из листиков и раппорт узора 18 петель. Все, петли по пройме набраны. Всего у меня получилось 72 петли. Остался вот такой рубчик. Он будет, конечно же, с изнаночной стороны нашего изделия. И теперь мы берем спицы 4 мм, вяжем один ряд лицевыми и дальше приступаем вязать узором из полулистьев. Я буду вязать рукав одинаковой ширины, вот пока он не скроет вот эту косточку, то есть вот такой вот длины, а затем приступлю уже к вязанию манжеты. Вяжем по узору. Схема узора у вас сейчас появилась на экране. Кому что-то непонятно, в описании под видео есть ссылка на мастер-класс по вязанию этого узора. Заходите, смотрите. Я связала рукав на необходимую длину. Теперь мы будем делать убавки для вязания манжеты. Для этого мы петли через одну будем провязывать парами. Сейчас я дойду до маркера, до конца ряда и начинаю провязывать петли парами. Через одну. 2 петли вместе, затем просто лицевую. Опять 2 петли вместе, лицевая, и так до конца ряда. Затем возьму спицы 3,75 и свяжу манжет. Я связала 14 рядов резинки 1 на 1. И сейчас провяжу еще 4 ряда полой резинкой и затем закрою все петли иголкой. Как выполняется такое закрытие, у меня на канале уже есть видео. Ссылку вам оставлю в описании. Не забываем, что полая резинка вяжется по кругу следующим образом. В нечетных рядах мы вяжем лицевые и изнаночные, снимаем нить перед работой, а в четных рядах наоборот. Изнаночные провязываем, а лицевые снимаем нить за работой. Все, я провязала полую резиночку и закрыла петли манжета. Сейчас нам необходимо спрятать все концы и постирать наше изделие. Наш джемпер готов. Я очень рада, что вы были со мной до конца этого видео. Не забывайте поставить пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. И до скорых мастер-классов. Всем пока-пока.